Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Продолжаем работу над нашим кардиганчиком. Как я сказала, я свяжу сначала первый рукавчик. Вот я его связала. Естественно, сейчас расскажу, как я это делала. И даже уже сделала одну планочку под молнию. Вот видите, тоже. Естественно, я тоже вам потом расскажу, как это все сделала. Да? Итак, значит, рукав. Мы переснимаем петли нашего рукавчика обратно на спицы, да? У меня вот по моим рукавам 50 петель у меня, это на меньший размер. Те, кто вяжет на больше, там было 54 петли, да? Вот посерединке у меня, значит, 25 петель здесь, 25 петель здесь. Что мы делаем дальше? Вот вы смотрите, вот это у нас подрез. Мы набирали здесь петельки, 5 петель мы набирали. Вот чтобы было немножко более понятно, вот я нарисовала, да? Значит, вот сейчас у нас 50 петель или 54. Здесь у нас подрез 5 петель. И по одной петельке мы здесь наберем еще вот в этом месте. Вот, чтобы у нас здесь не было дырочки, мы наберем по одной петельке здесь вот еще, да. И так как у нас для нашего рисунка должно быть четное количество петель, значит, я в подрезе наберу не 5, а 4, чтобы у нас было четное количество петель. Значит, как мы это будем делать? Вот сначала я беру одну сторону с этой стороны, да? Значит, вот, как я сказала, вот здесь вот, в этом месте, крючком, я просто стараюсь вот так вот как-нибудь сделать петельку, да? Вот она красиво, вот я ее вытащила, вот, и одеваю. Вот одну петельку я набрала уже, да? Потом из подреза, значит, тоже примерно так вот посерединке ищите. Вот. Я беру. Можно даже вот эту взять. Только в одну ниточку. Вот. Еще один подрез я одну петельку из подреза я сделала. И сейчас мы еще одну возьмем. Вот. И вторую петельку я одеваю из подреза. Так, это с этой стороны. Вот я 3 петельки набрала, да? Одну здесь посерединке и 2 из подреза. Теперь я буду то же самое делать с другой стороны. Теперь с другой стороны, да? Здесь мы тоже сначала одну вот так можно сделать. Надеваем ее на спицу. И также мы делаем 2 еще из подреза, 2 петельки. Здесь не столь важно, как вы их поднимете, просто чтобы старайтесь, чтобы не было здесь никаких так, дырочек. Так, вторая петелька из подреза. И еще одна петелька мы сделаем из подреза. Так, все. Мы набрали нужное количество петель. Значит, у нас сейчас на спице у меня 56 петель, да? Значит, вот смотрите, было у меня 50, я набрала, то есть, да, 56. 4 здесь и по одной здесь. Здесь всего я добрала 6 петель. Теперь, значит, еще пару размеров. Значит, длина рукава по боковому шву 15 для маленького размера, 17 для большого сантиметров. И обхват запястья примерно 17 сантиметров. Так как я рукав не хотела делать узкий внутри, я просто немножечко его спускала. Но, в принципе, видите, он почти такой же, такой же ширины получается, чтобы... Ну, вот, во-первых, фасон у меня такой, я не хочу стягивать нигде. Ну, и вот так вот красиво, да. Еще раз покажу вам, посмотрите, как вот получается. Вот здесь как бы боковой шов. Вот здесь я делала небольшие спуски, я покажу, как вам делала. Вот такая получается бороздка, да. Теперь, значит, что мы делаем? Мы вяжем с вами первый ряд.
Вот. И для себя я рисую такую схему, потому что я не стала высчитывать количество рядов, я написала количество рядов, которые я буду вязать, да, вот просто цифры. И розовыми отметила это как бы наши раппорты. Каждые 4 ряда это новый раппорт, да, чтобы не запутаться. И когда я буду вязать первый ряд, я сразу буду делать галочку, да? Значит, вот смотрите, у нас сейчас четное количество рядов, петелек на наших спицах. И первый ряд, значит, мы вяжем все лицевыми. Второй ряд мы будем вязать по 2 петельки вместе изнаночными. Потому что рукава мы будем с вами вязать, вы понимаете, мы будем вязать уже по кругу, не поворотными рядами, а по кругу. И поэтому наш раппорт немножко поменяется. Значит, я тоже вот так примерно написала. Значит, первый ряд мы будем всегда вязать лицевыми. Второй ряд мы будем вязать по 2 петли вместе, но изнаночной. Третий ряд мы будем вязать из каждой вот этой изнаночной петли 2 новые. И четвертый ряд опять весь ряд лицевыми. Это вот чтобы для себя вы поняли, что немножко по-другому меняется, да? И сейчас что мы будем делать? Первые, я посчитала примерно на запястье, у меня должно быть 44 петли где-то. Значит, сократить я должна всего 12. Это 6 раз сокращение по 2 петли с каждой стороны. Вот первые 6 петель я сокращу в первых 10 рядах. Значит, я во втором, в шестом и в 10 я просто так вот себе отметила. Значит, вот эти первые 10 рядов я провяжу и сокращу в каждом четвертом, начиная со второго. Значит, во втором, в шестом и в 10. Значит, первый ряд мы с вами вяжем, ничего не сокращая. Да, в данном случае мы будем вязать способом Magic Loop. Значит, вторую спицу я вытащила. И сейчас буду вязать вот по этой первой спице. Значит, я беру свою ниточку. Так, свою ниточку. И мы начинаем с вами вязать первый ряд. Все лицевыми. И вот здесь вот между я советую вам повесить маркер, чтобы вы знали, где у вас начало ряда. Вот я вешаю маркер, да? И мы начинаем с вами вязать первый ряд. Просто лицевыми петлями. Тут ничего сложного нет, да? Значит, сейчас мы этот первый ряд с вами свяжем. И потом встретимся. Ну вот, видите, первый ряд я связала. Значит, я, когда вяжу, я на этой схемке своей, вот я первый ряд связала, я закончила и ставлю крестик, да. Когда вы будете вязать второй рукав, вы условно ставьте второй крестик, чтобы у вас было количество рядов одинаковое, чтобы вы понимали. Я вам просто сейчас показываю, у меня есть схема, где я уже связала первый рукав, но вот чтобы вам было понятно, я по новой как бы все это делать, да. Вот я поставила крестик, первый ряд я связала. Теперь смотрю второй ряд. Во втором ряду мы должны с вами сделать сокращение, убрать 2 петли, значит, по одной петле с каждой стороны. Значит, как мы это будем делать? Вот мы начинаем второй ряд. Я передвигаю спицы. Так, эту я вытаскиваю и переснимаю на нее маркер. И вот здесь мы сейчас будем делать сокращение. Значит, с этой стороны я 2 петли вместе, просто вот с наклоном вправо провязываю вместе лицевой. Теперь мы должны вязать у нас по 2 петельки вместе изнаночные, но давайте будем смотреть внимательно. У нас должно не перекручиваться, вот, то есть, ну, вот как мы вязали наш узор, вот видите, вот мы здесь вязали вот эти 2 петельки вместе, потом вот эти 2 петельки вместе, и здесь у нас одна остается как бы без пары, и мы не будем менять, то есть путать узор, как бы мы сначала вот эту беспарную, я ее провяжу просто лицевой, а дальше я начну вязать по 2 вместе изнаночные, так как мы и вязали раньше, да? Теперь вот сейчас я этот ряд второй довяжу почти до конца, и в конце второго ряда мы с вами встретимся, покажу, как там тоже вот мы должны вот внимательно посмотреть, чтобы наш рисунок не нарушился.
Вот, конец второго ряда. Вот смотрите, у меня осталось сейчас 5 петель. Вот одну пару, еще 2 петельки вместе я провяжу изнаночной. Потом в конце мне надо 2 петли вместе, чтобы одну сократить. И вот одна петелька у нас осталась опять без пары. Вот ее я просто провяжу лицевой. А здесь надо провязать 2 вместе с наклоном влево. Поэтому первую петельку я переснимаю, меняю стеночку и провязываю 2 петельки вместе. Вот мы с вами закончили второй ряд. Опять мы поворачиваем наше вязание, чтобы удобно было, да? На схемке я второй ряд ставлю плюсик, я его сделаю. И теперь надо провязать 3 и 4 ряд. Это значит, сейчас мы будем вязать из изнаночной 2 петельки. Из этих беспарных она так у нас и останется. Вот эти 2 лицевые. И потом из каждой изнаночной 2 петли. Ну, как мы делали наш узор, да? Значит, мы сейчас с вами провяжем еще 3, 4 и 5 ряд. По рисунку смотрите. И в 6 ряду я опять покажу, как мы делаем сокращение. Давайте. Так, 5 рядов я связала. Теперь подошли к 6 ряду. Здесь я тоже должна буду делать сокращение. И в этом 6 ряду нам надо вязать по 2 петельки вместе. Вот по нашему раппорту, да? Значит, смотрим. Так, первое, что мы сразу с вами делаем, это спокойно провязываем 2 петли вместе. Вот нам надо их сократить. Теперь мы смотрим дальше по рисунку. Вот мы видим. И у нас здесь получается очень хорошо. Вот эти 2 петли, как мы делали в раппорте ниже, вот они у нас 2 и идут. Мы спокойно их вяжем теперь по 2 петельки вместе. Также мы в конце ряда, вот в конце 6 этого ряда тоже не забывайте, значит, вы довязываете до того места, когда у вас остается 2 петельки на спице, и вы их провязываете 2 вместе с наклоном. Это уже будет с наклоном у нас влево, да? Ну, 2 вместе лицевой я имею в виду, чтобы сократить одну петельку. Ну, вот я подошла к концу 6 ряда. Вот видите, последнюю пару я провязываю 2 вместе изнаночной, и последние 2 петельки лицевых я провязываю 2 вместе лицевой и сокращаю вот эту нашу одну петельку. Так, отмечаем. 6 ряд мы тоже с вами провязали. Итак, мы с вами вяжем дальше. Вот в 10 ряду я сокращу, и мы вместе сократим еще 2 петельки. Это первые 6 петель мы сократили. Потом надо будет сократить мне еще 6 петель из 12. Их я буду делать более на больше рядов между, чтобы не так часто получалось, да? И я просто для себя сделаю, вот, скажем, в 10, потом я буду сделаю в 16, и потом в 26 и в 36. Всего мне надо сократить еще 6 петель. Буду вязать, провязывать рукав дальше. И по мере вязания нашего рукава вы мерьте длину. Я провязала вот этот первый рукав после, скажем, после проймы по боковому шву. Он у меня 15 сантиметров. Видите, 15 сантиметров. Вы вяжите сами и просто мерьте, да, потому что, ну, как сейчас ряды посчитать, тут очень легко будет, да, не такой длинный рукав. И вот сокращаете вот эти петельки, сколько вам надо сократить, и количество рядов провязывать на нужную вам длину. И в конце, когда вы провяжете столько, сколько вам нужно, вы закончите на раппорт полностью закройте, да, вот 44 это на 4 дель, 44 это 11 раппортов, да, чтобы раппорт был законченный. И после этого вы закрываете петельки таким же способом, как мы делали вот здесь вот снизу. Видите, у нас одинаковые каемочки получаются. Вот здесь она у меня, по рукаву она у меня здесь получилась. И такую же каемочку мы потом с вами сделаем вот для молнии, да, я вам покажу, как это делается. И у нас будет все как бы вот полностью, посмотрите, как красивое сочетание, да. Она вот по низу идет, и потом она сюда переходит, и такая же у нас по рукаву. Так что теперь давайте будем работать дальше. Мы свяжем второй рукав, и потом приступим к вывязыванию планочки и нашего капюшончика. Ну вот я довязала
оба моих рукавчика, да. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, да, вчера у меня была возможность померить эту кофточку на ребенке такого же возраста, да, и оказалось, что рукава все-таки коротковаты. Поэтому я хочу обратить обратить ваше внимание на, что вот в этом месте, да, вот мы делали здесь вот размер, я писала, что по боковому шву 15-17 сантиметров. Я вот исправила для себя, я связала 19 сантиметров, и на больший размер надо все-таки 21. Мне кажется, если рукавчик, даже если он будет чуть-чуть подлиннее, да, вы сможете вот так всегда можно подвернуть и сделать манжетики. Но вот если будет рукав короткий, тогда это уже не поможет. Поэтому вот мне пришлось распустить первый рукав, довязать, и второй рукав я тоже сразу связала подлиннее. И у меня это получилось, если вот интересно, я померила, у меня это получилось 56 рядов. Вот 2 рукава, каждый рукав я связала по 56 рядов. Вот это на что я хотела обратить ваше внимание. Теперь дальше. Мы, значит, будем с вами вязать планочку для... Здесь будем молнию пришивать, да. Планочку я вяжу такого же размера, цвета, как основное вот изделие, основная масса моя связана, да. И, значит, единственное, что если у вас вот такие же вот края, как у меня здесь, вот я в принципе использовала остатки пряжи, да, и у меня почти каждый ряд начинался с новой ниточки, да. Если у вас так много вот этих узелков, как у меня, вы не переживайте, мы их все спрячем. Единственное, после того, как мы свяжем планку, да, не надо это сейчас делать. Вот они сейчас у вас есть, и пусть они как бы будут, да. Вот эту планочку я связала уже, и вот потом, посмотрите, я запрятала все узелки здесь, их не видно. А после того, как мы наложим еще молнию, это вообще все уйдет. Как это делается, я вам расскажу после того, как мы свяжем планочку. Итак, значит, вот эта планка с этой стороны, которую я уже связала, она вяжется, скажем так, снизу вверх. То есть я брала изделие вот так вот и здесь набирала петли снизу вверх. Вторая планка, это она у нас получается левая, да? Левую планку мы будем наоборот набирать петельки сверху вниз. Значит, и когда я вот набрала первую планку, обязательно надо запомнить, сколько у вас петель получилось. Я знаю, что мне здесь надо набрать 56 петель. Я записала, поэтому у меня обе мои планочки будут одинаковые. Итак, значит, что мы делаем? Мы берем ниточку нашу, которой мы работаем. Берем спицы. Спицы на пол размера меньше, да, вы помните, вот эти все края мы закрываем спицами на пол размера меньше. И что я делаю? Вот я беру, нахожу первую мою кромочную, она серого цвета, вот она, у меня первая кромочная, да, значит, я беру нитку, и вот эту кромочную вытягиваю первую петельку. Вот у меня раз. Потом еще вторую. Вот вторая кромочная, тоже серенькая. Вторую. Дальше у меня идет светло-серая. Вот она кромочная. Три. И вторая светло-серая. 4. Вот я набрала 4 петельки. Дальше через каждые 4 петельки мы одну будем набирать еще экстра. Вот следующая у меня идет вроде бы розовая, да? Вот следующая у меня идет вроде бы розовая петля, но мы сначала наберем экстра вот между серенькой и розовой. Вот сюда я ввожу и набираю одну петельку. Вот у меня 5. Теперь следующие 4 кромочные. Значит, розовая. Раз, розовая, 2, белая, 3, белая, 4. И опять между наберу одну экстра. Вот между кромочными, там здесь такая есть тоже перемычка. Вот мы в нее вставляем и набираем экстра петельку. Потом опять светло-серая. Раз, светло-серая. 2, розовая.
3 розовые, 4, и между набираю еще одну между. Потом опять беленькая, раз, белая, 2, серая, 3, серая, 4, и между опять набираю еще одну как бы экстра петельку. И так мы делаем до конца, да, значит, до конца 4 кромочных, 1 экстра, 4 кромочных, 1 экстра. И вот у меня здесь должно получиться 56 петель. Сейчас я их наберу и потом покажу, что мы будем делать дальше. Ну, вот первый ряд я набрала, у меня здесь 56 петель. Количество петель должно быть четным. Так, теперь мы разворачиваемся с этой стороны, как бы с изнаночной получается, да. Значит, первую петельку я заношу вот так вот нитку и ее снимаю. Это у нас будет кромочная. Теперь дальше у нас идут попарно петли, и в данном случае, чтобы у нас с лица они выглядели как изнаночные, мы будем вязать здесь лицевыми по парам, да. Вот я вяжу 2 вместе лицевые, ниточку немножко вытягиваю, чтобы не очень плотно она была, да. Следующая опять 2 вместе лицевые. И так мы вяжем весь наш ряд до конца, эти лицевыми попарно, да, по 2 вместе, по 2 вместе лицевые, по 2 вместе лицевые. И последняя петля у нас, она останется без пары, мы ее провяжем изнаночной бабушкиным способом, она у нас будет тоже кромочной. Так, второй ряд я довязала. Теперь мы вяжем третий ряд, это уже по лицевой стороне. Значит, так, кромочную я снимаю, и потом из наших парных петель мы вяжем так же, как мы вязали наш рисунок, да. Из каждой петельки мы вывязываем 2 лицевых. В принципе, вот эту планочку на молнию, да, вот то, что я хочу связать, это у нас получается наш один раппорт рисунка мы свяжем и потом закроем петли, да. Значит, вот это мы сейчас вяжем с вами третий ряд. Вот мы его просто провязываем, да, из каждой петельки 2 лицевых, так же как мы делали на протяжении всего нашего вязания, да. Третий ряд я связала, опять разворачиваюсь, и следующий ряд мне по рисунку, вот если бы мы вязали с этой стороны, то есть по кругу, он должен быть лицевым, поэтому с изнаночной стороны мы вяжем этот ряд изнаночный, так как мы делали здесь на теле изделия, да, не на рукавах, а на теле. Значит, вот еще один ряд следующий, мы вяжем все петельки просто изнаночные, и это будет 4-й ряд нашего раппорта. И потом нам останется только закрыть петли. И теперь в следующем ряду мы закрываем все наши петельки, так как мы делали вот у нас по низу изделия, да, и по рукавам. Значит, сейчас я вам напомню. Это будет последний ряд, и на этом наша планочка будет закончена. Значит, ну что мы делаем? Кромочную я снимаю. Потом следующая петелечка я вытягиваю, как мы говорили, вот здесь вот перемычечку, одеваю ее на спицы. Эту двойную петельку я провязываю 1 петлей и переснимаю ее, протягиваю через первую. Следующую петельку мы просто провязываем и протягиваем. Потом опять я ищу перемычку, одеваю на спицу, провязываю 2 петельки вместе и протягиваю через первую. Следующую просто провязываю, протягиваю через первую. Итак, мы закрываем с вами петельки до
конца нашего ряда, да? Ну, вот смотрите, я связала и вторую планочку. Вот видите, как красиво получается, да? Нам теперь, значит, наша работа основная, это надо будет вшить молнию и связать капюшон, да? И надо запрятать эти хвостики. Сейчас я вам покажу, как я это делала, как я обещала, да? Вот здесь я уже начала немножко. Вот я чуть-чуть их убрала. Сейчас покажу, как я это делаю, да? Вот смотрите, у меня здесь вот эти мои ниточки, они по цветам, и они идут как бы попарно. Вот когда я их соединяла, у меня уже вот узелочек есть. Вот я их здесь соединяла. А теперь я беру как бы рядом лежащие еще узелки. Я еще раз их связываю таким вот морским узлом, чтобы они крепко держались, да? Вот я связала. Одну пару связала. Теперь еще следующую пару. Опять их вместе связываю. И так вот дальше я должна их просто попарно всех связать. Потом я беру иголочку с ниточкой, с простой. Вот я уже втянула ниточку. У меня, так как у меня здесь все светленькое, я решила взять белую ниточку, да. И вот эти попарно, то, что я уже связала, вот я их обрезаю. Раз. Два. Три. И 4. Я их обрезала. И теперь вот этой ниточкой, чтобы быть уверена, что они не распустятся, ничего, я вот еще раз вот эти как бы узелки вот так просто, ну, прошиваю их еще ниточкой, чтобы точно быть уверена, что ничего у меня не распустится. И так постепенно по парам я их буду связывать, обрезать и буду их пришивать, да? И вот такая у нас полосочка получится здесь, и она потом сверху закроется молнией. Мы здесь пришьем молнию, и это совсем ничего не будет видно. Поэтому вот я сейчас это все уберу. Мне так больше нравится работать, когда у меня уже все чистенько и как бы аккуратненько. Вот как с этой стороны, да? Значит, сейчас я все это доделаю, и потом мы будем продолжать с вами работать дальше. Так, переходим к вязанию нашего капюшона. Вот все петельки, которые у нас были на белой ниточке, у меня они на белой ниточке были, я пересняла опять на спицы. Потом в тех местах, где у нас вот была регланная линия, она теперь как бы шла сверху вниз, а если сейчас начинать с этой стороны вверх вязать, то вот эта лицевая петля, она получается как бы из двух половинок. Вот мы их сейчас должны будем соединить, чтобы здесь не было никаких дырочек. Поэтому маркер я повесила вот как бы с двух сторон. Вот видите, это двойная петелька такая, она с двух сторон. Также вот здесь, также здесь. В общем, в тех местах, где мы делали прибавки по регланам, я вот эту регланную линию, но маркер с двух сторон, как бы вот такая двойная петелька у нас получилась. Теперь дальше считаем. Вот когда мы начинали вязать, у нас был обхват горлышка, мы считали 25 сантиметров у ребеночка. А капюшон, ширина капюшончика, вот одна половинка 19 сантиметров. Для маленького размера, для побольше 20 сантиметров. И общая величина будет 38. Значит, я, смотрите, делаю 19 на 2, 38 петель. Умножаю на плотность вязания, мне получается 95 петель. Значит, у меня вот здесь по капюшону должно быть 95 петель. И мы их должны добавить. Ну, сейчас я не буду считать сразу в скольки рядах, мы просто будем добавлять и будем считать, чтобы так будет нам проще, да, вот вы поймете почему. И теперь, что мы делаем дальше? Значит, я начинаю вязать. Вот здесь вот в начале, где вот у нас мы связали планочку, я уже на этой планочке набрала еще 2 петельки. Вот они, 2 дополнительные. Уже на этой нашей планочке. Также мы сделаем потом вот здесь вот, видите, в конце ряда я еще не сделала, здесь мы тоже наберем 2 петельки на планке. Теперь мы идем дальше. Значит, мы будем добавлять
так же, как мы вязали реглан, вот здесь будем по петелькам добавлять с двух сторон. И с этой стороны с двух сторон, чтобы наш капюшончик как бы равномерно расширялся. И поэтому вот эта часть, вот каждая часть у нас должна быть, чтобы у нас рисунок хорошо раппорт получался, да. Значит, здесь вот мы сейчас первый ряд свяжем. Мы будем вязать, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 петель. Одна у нас кромочная петля, значит, у нас остается 12 петель. И мы в первом же ряду сейчас добавим одну петельку. У нас получится 13. Если мы во втором ряду начнем вязать сейчас по 2 вместе, у нас здесь будет одна петля опять лишняя. Поэтому мы вот в этом месте посерединке один раз доберем еще одну петельку, чтобы нам скорректировать нашу раппорт рисунка. Да, вот я сейчас вам буду каждую часть немножко объяснять отдельно, и тогда, может быть, проще будет. Значит, вы понимаете, что здесь вот я набрала дополнительно вот эти 2 петельки. Теперь я начинаю вязать. Обычно мы первую кромочную снимаем. Ну, в данном случае мы только начинаем. Я вот эту первую кромочную, я ее провяжу. И вяжем мы. Значит, у нас 1, 2, 3, 4. Я сказала, что посерединке мы еще одну петельку наберем, чтобы получить нужное количество петель. Я провяжу вот одну за заднюю стеночку и тут же одну за переднюю стеночку. И вот я за одной петли провязала 2. И я продолжаю вязать дальше до того места, где мы с вами начнем прибавлять петельки. Вот я дошла до нашего маркера. Я опять из протяжки вывязываю одну петлю, переснимаю маркер. И вот эту нашу двойную петельку, видите, она как бы не очень красивая, она вот висят 2. Мы из нее сразу сделаем одну, и она у нас будет вот идти как наша регланная, скажем, петля, да? Потом переношу маркер. И теперь мы смотрим, что у нас здесь. У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Нечетно. А нам надо было, чтобы было четное количество петель. Поэтому здесь мы сделаем то же самое. Значит, я одну петлю наберу из протяжки, потом 1, 2, 3, одну за переднюю стенку, за заднюю, вот одну я добавила, 4, 5, 6 и из протяжки перед маркером. И у нас что получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Четное количество петель. Мы в следующем ряду, когда будем сейчас по 2 вместе вязать, у нас будет все красиво. Значит, вы для себя запишите. Значит, по полочке мы одну добавили, по рукаву мы тоже одну добавили, вот здесь по полочке и по рукаву, чтобы мы делали симметрично. Теперь двигаемся дальше. Переносим маркер. Нашу двойную вот эту регланную петельку мы опять ее провязываем вместе, чтобы была красивая одна лицевая. Переношу маркер и смотрю, это у нас спинка. Что у нас по спинке? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Тоже нечетное количество петель. Значит, мы по спинке тоже в серединке мы одну петельку добавим. Помимо тех, что мы делаем возле маркера, да? Значит, здесь я одну из протяжки. Потом я вяжу просто лицевыми примерно до серединки. До серединки. И, скажем, здесь я сейчас провяжу одну за переднюю стенку, но за заднюю. И дальше продолжаю вязать лицевыми петлями. Подходим мы к маркеру. Вяжем одну из протяжки и контролируем, что у нас получилось по спинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Все нормально. Теперь опять переснимаю маркер. Вот эту двойную провязываю вместе.
переснимаю маркер из протяжки одну. Это у нас сейчас будет рукав. Мы помним, что нам здесь тоже надо добавить одну петельку. Вот я провяжу за заднюю, за переднюю, за заднюю и провязываю дальше. Делаю одну петельку из протяжки и контролируем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все нормально. Маркер переношу. Эту петельку провязываю двойной, то есть вместе. Переношу маркер из протяжки. И здесь помните, что нам здесь тоже надо добавить одну петельку. Вот я ее добавила. То есть из одной связала 2. Теперь мы подходим к краю. И здесь я должна набрать 2 петли. Вот я беру одну. Наверное, будет крючком проще. Я ввожу крючок, протягиваю петельку и одеваю ее на спицу. Это 1. И 2 у нас. И 2. Все. Здесь тоже мы проверяем. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Но здесь 15 потому, что это полочка. И здесь у нас будет 1 идти кромочная. И у нас останется 14. Значит, у нас тоже будет четное количество петель. Теперь мы разворачиваемся. И наш второй ряд, если вы помните, как мы вязали наш рисунок, второй ряд мы сейчас полностью провязываем по 2 петельки вместе лицевой. А там, где у нас вот эта наша петелька, которая посередине вот как бы регланной линии, мы будем изнаночной провязывать. Итак, весь ряд мы закончим, провяжем с вами до конца. Давайте я сейчас тоже это все сделаю. Так, теперь второй ряд. То есть уже 3-й ряд получается, да? Значит, так. Мы кромочную уже в данном случае снимаем. И вяжем, как у нас было по рисунку. Из каждой изнаночной петельки мы вывязываем 2 лицевых. Подходим к маркеру. И опять из протяжки добавляем 1 петлю. Регланная линия лицевая, из протяжки 1 петля. И из изнаночной 2 лицевых. Итак, опять вяжем до конца ряда, да? Перед маркером добавляем из протяжки по петле и из изнаночной вяжем 2 лицевых. Довязываем ряд до конца и потом вяжем обратно. Наш 4-й ряд раппорта у нас будет вязаться все изнаночными петлями. 4-й ряд я провязала. Это 1 раппорт нашего рисунка, да? И вот сейчас я, провязав 4 ряда, я посчитала, сколько петель у меня есть на моих спицах. И получается, что у меня есть 82 петли сейчас. 82 петли. Я считала, что мне надо 95, но я округляю до 96, пусть будет, чтобы нечетное. Значит, 96 минус 82, то, что у меня есть. Остается мне еще добавить 14 петель. За 1 ряд мы добавляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. А мне надо добавить 14 петель. Но я думаю, что если добавлю 16, ничего страшного не будет. То есть я провяжу еще, то есть я буду еще в 2 нечетных рядах я буду делать прибавки. Значит, сейчас еще 1 раз, это как бы условно 1-й ряд я здесь делаю прибавки, во 2-м нет, и в 3-м я сделаю еще прибавки, и в 4-м нет. Значит, я сейчас провяжу еще 1 раппорт рисунка, 4 ряда, и 2 раза сделаю прибавки возле наших маркеров.
Вот я связала 2 раппорта, это 8 рядов, да, у меня. Сейчас примерим, что у меня получилось. И вот ширина теперь моего капюшона, вот она, эти 38 сантиметров. То, что вот я говорила, у меня должно быть 19,5, значит, вместе 38 сантиметров. Теперь, значит, что мы будем делать? Вот эту серединку между, мы ее так и оставим, мы ее будем вязать. Это у меня получится 10 сантиметров здесь, да. Значит, вот эта часть на капюшоне, которая будет сзади идти, ну, как бы такая вот полосочка, да, вот представляете, когда капюшон, она вот сзади будет эта полоска, как бы. Вот эта полоска шириной у меня 10 сантиметров. Это будет вот это мое, она так будет продолжаться дальше, да. Значит, высота всего капюшона, вот чтобы головка хорошо вошла, это где-то 26 для маленького размера, 27 для большого. И вот эта полосочка 10 сантиметров, из них 5 сантиметров пойдет на одну сторону, естественно, и 5 на другую сторону. Значит, 26 сантиметров, отнимаем половинку, 5, получается 21 сантиметр. Значит, начиная отсюда до того, как мы начнем закругляться, нам надо связать 21 сантиметр. Но я не буду вязать вот как бы этот капюшон такой квадратом. Здесь вот уголок я тоже хочу немножко скруглить. Поэтому, значит, нам всего 21 сантиметр. Ну, давайте скажем, свяжем 17 сантиметров в высоту. 17 в высоту просто по прямой. Значит, мы вяжем сейчас 17 сантиметров вверх. Начиная от нашего вот этого первого ряда, вяжем вверх 17 сантиметров. И что мы делаем с этими нашими линиями, так сказать, регланными, да? Вот смотрите, вот эти две регланные линии по лицевая, они так и будут продолжаться, пока мы вот маркеры не будем убирать, мы так и будем вязать. Просто здесь их провязывайте лицевой между маркерами. А вот эти два крайних как бы линии, да, значит, сейчас вот в первом ряду мы вяжем, это у нас по раппорту, мы вяжем просто лицевыми. Вот я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Это вместе с кромочной 17. Значит, все нормально, четное число. И вот эти два маркера сейчас уберем. И вот эту петельку провяжем со следующей вместе. Мы просто как бы ее уберем. И у нас здесь будет продолжаться все наше четное количество петель. Да? Мы все это так продолжаем вязать. Значит, доходим, эти оставляем. Доходим до следующих маркеров. Их тоже уберем. А эту петельку свяжем вместе с предыдущей петлей лицевыми. И будем вязать на высоту 17 сантиметров. Когда на высоту 17 сантиметров мы наш капюшончик свяжем, мы продолжим дальше вместе работать. Ну вот, в прошлый раз, когда мы с вами попрощались, я сказала, что мы сейчас свяжем наш капюшончик в длину 17 сантиметров. Но, как всегда, жизнь носит коррективы в наши жизнь носит коррективы, да, вот наши действия, так и в моем вязании. Я связала эти 17 сантиметров и потом добавила то, что еще надо связать. И мне показалось, что капюшон очень-очень длинный для такого маленького размера. Потом сходила в магазин, еще раз померила, и поэтому я решила внести коррективы небольшие, да. Значит, коррективы в чем заключается? Мы будем вязать не 26 здесь высоту, а 23. Я уменьшила на 3 сантиметра, да. На больший размер 24. Значит, у нас получается вот эта высота минус 5 сантиметров, да, так как вот эта планочка 10, значит, пополам 5, минус 5 будет 18 сантиметров. И последние 3 сантиметра, минус 3, то есть 15. И последние 3 сантиметра я оставила для вот этого. Мы сейчас будем делать с вами такой вот небольшой скос, чтобы капюшон не был вот такой прямоугольный, да. Поэтому вот сейчас мы здесь находимся. Я связала 15 сантиметров. Значит, не 17, а 15 сантиметров. И вот эти 3 сантиметра мы сейчас сделаем вот такой вот здесь вот небольшой скос. А потом будем уже соединять с этой планочкой.
Значит, 3 сантиметра, это у меня примерно 8 рядов. Значит, в 8 рядах, чтобы проще было, я сокращу 8 петель. С каждой стороны здесь минус 8, ну, естественно, с другой стороны там тоже будет минус 8, да? И вот эти минус 8 я буду сокращать в каждом втором ряду, но по 2 петли. Не в каждом ряду по одной петле, а в каждом втором, но по 2 петли. И как мы это сейчас будем делать, я вам сейчас покажу. Значит, вот мы продолжаем наш капюшончик. Вот сейчас первый ряд из этих 8, да, где мы будем с вами делать сокращение. Значит, первый ряд по рисунку я вяжу все лицевыми петлями. Значит, кромочную я сняла, и по рисунку мне сейчас надо провязать все петли лицевыми. Значит, я сейчас дойду до первого маркера, и перед маркером, не довязывая 3 петли. Почему 3? Потому что мы свяжем 3 петли вместе, и значит мы сократим 1 петлю. Вот у меня 3 петельки вместе, я провяжу 3 вместе с наклоном вправо. Вот я все 3 вместе и так вот сокращаю с наклоном вправо. Потом у меня маркер идет, потом у меня регланная моя линия, и вот видите, я даже перевязывала и даже маркер один забыла назад повесить. Вот. Дальше мы вяжем вот эту нашу полосочку, тоже она вяжется вся лицевыми петельками тоже до маркеров. Вот я подошла к второй группе маркеров. Значит, я маркер приснимаю, наша регланная как бы петелька, второй маркер приснимаю. И теперь с этой стороны мы провязываем тоже 3 петельки вместе, но с наклоном уже будет влево. Поэтому первую я пересниму, поменяю стеночку и провяжу 3 петельки вместе. Все, вот мы 2 раза сделали сокращение. Это у нас первый нечетный ряд. Следующее сокращение у нас будет в 3-м ряду. Значит, сейчас мы провязываем первый ряд до конца, второй ряд у нас уже по рисунку, мы будем по 2 петельки вместе вязать. И в 3-м ряду, вот не доходя до наших маркеров, мы здесь с вами встретимся, я покажу, как мы будем сокращать, потому что там уже будет вот это по 2 петельки вместе, чтобы было более понятно, да? Значит, сейчас мы довяжем. Это у нас первый ряд, второй ряд, и в 3-м ряду вот здесь мы с вами встретимся. Ну, вот посмотрите, я подошла к концу, то есть к маркеру, да, и здесь вот у меня осталось 2 петельки, из каждой я должна по 2 связать. Но мне надо здесь 2 сократить, поэтому я вот сейчас просто свяжу их, из каждой одну, и у нас 2 петельки сократятся. Очень легко и просто, да. Значит, и в конце, не в конце, а после, на другой стороне здесь то же самое, да. Вот вы сюда довяжете, вот первые 2 петельки вы свяжете просто лицевыми, то есть да, лицевыми, не вывязывая по 2, а дальше с 3-й начинаете уже по 2 вывязывать, и тогда у нас 2 петельки сократятся. Это у нас сейчас будет второе сокращение в 3-м ряду. Значит, потом мы должны будем связать, значит, мне надо 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мне надо связать 8 рядов. Вот так я буду сейчас вязать в каждом нечетном ряду. Я буду делать сокращение по 2 петельки перед маркерами с одной стороны и после маркера с другой стороны. И вы тоже это проделайте, пожалуйста. Все, я провязала вот эти 8 рядов, 4 раза сделала сокращение с каждой стороны, да. И вот видите, у меня уже получается, вот видно, такое вот как бы немножко за скругление нашего капюшончика. Значит, вот здесь у меня с этой стороны теперь вот они 18 сантиметров. Ширина моего капюшона, вот половиночку, если мы будем брать, вот они 19, как мы предполагали. В принципе, все у нас сходится. Теперь нам что осталось? Последний этап работы с капюшоном. Мы сейчас будем вязать вот только вот эту серединку и каждый раз слева и справа по одной петле соединять вот с нашими этими петельками, пока мы все не соединим, и у нас получится форма капюшона. Значит, как это делается, сейчас я вам покажу. Значит, вот мы начинаем вязать первый ряд. Мы довязываем сначала до первого маркера. Здесь у нас, в принципе, мы уже больше вязать не будем, но все равно по рисунку здесь у меня
все лицевыми вяжется. Получается, что вот одна часть капюшончика на один ряд будет длиннее, чем вот эта левая, потому что мы там уже вязать не будем, мы будем разворачиваться. Но вот этот один ряд, он как бы погоды не делает, и ничего страшного. Значит, я вот сейчас довязываю до маркеров. Вот этот первый маркер, он мне уже не нужен. Значит, когда мы будем вязать с изнанки, мы после маркера будем соединять петли, да? Значит, вот это моя как бы лицевая петля, которая идет по всему капюшону. И, значит, мы что мы делаем? Начинаем вязать вот нашу первую, не первую, а серединку до зеленого маркера. Вот с этой стороны, да, и там уже начнем соединять наши петельки. Значит, по лицу мы соединяем слева, а по изнанке мы соединяем справа. То есть сейчас по лицу мы будем соединять здесь одну петлю, а по изнанке уже будем здесь соединять одну петлю. И что очень важно, вы перед тем, как вязали вот это, начнете вязать, я забыла вам сказать, я это проверила, что количество петель вот с этой стороны у вас должно равняться количеству петель с этой стороны, потому что мы симметрично будем по одной петельке прихватывать, и чтобы у нас было все одинаковое количество, да? Значит, вот я довязываю опять до маркера. Вот с этой стороны мы его оставляем. Вот у меня два маркера остаются, да. Второй маркер я сейчас уберу, он уже больше не нужен. И теперь мы должны вот эту петельку, которая у нас как косичка идет, соединить с первой петелькой на вот слева, да. Значит, как делать? Мы будем их как бы с наклоном влево, поэтому я петлю перевешиваю и за другую стеночку вешаю и провязываю 2 петельки вместе. Все. Теперь я поворачиваю наше вязание, и теперь мы вяжем в другую сторону наш изнаночный ряд. Значит, первый я снимаю, это изнаночный, забираю маркер, и теперь я должна вязать изнаночный ряд, и здесь у меня по рисунку, вот серединку, я должна вязать по 2 петельки вместе. Это до маркера. Так как вот на этой полосочке, которая посередине капюшона, мы будем продолжать соблюдать наш рисунок, да? Значит, я вяжу сейчас по 2 петельки вместе. Дохожу до маркера. Маркер переснимаю. И теперь у нас вот эта петелька, она с изнанки, вот которая у нас идет лицевая косичка, да, и должна соединяться со следующей петлей на спице. И я пробовала, очень много раз пробовала по изнанке связывать 2 петельки вместе, и все время у меня косичка получается некрасивая. Поэтому я как бы потратила время на это, и сейчас я вам покажу, что я придумала, как сделать, чтобы было все красиво. Сейчас мы вот вводим левую спицу под ниточку, берем 2 петельки, которые нам надо будет соединить вместе, и их просто переснимаю. И разворачиваюсь, и 2 их вместе мы будем вязать по лицу. Значит, которая идет, вот она, которая идет косичка, она сейчас вторая, а с которой мы должны связать вместе, она у нас первая. А так как нитка у нас здесь, мы меняем их местами. Первую петельку я перевешу за другую стеночку и провязываю их 2 вместе. Вот. И у нас останется красивая косичка. Дальше я вяжу опять серединку моего капюшона по рисунку. Значит, я из одной петли вяжу 2. Тут как бы все понятно.
Я просто сейчас еще разик вам покажу, и потом будем работать самостоятельно. Вот я опять подхожу к маркеру. Это значит, что за маркером мы 2 петельки должны провязать вместе. Так. Вот эти 2 петли мы провязываем вместе. Для этого меняем стеночку и провязываем 2 петельки вместе. И у нас ложится, посмотрите, какая красивая косичка. Не знаю, видно, вот она начинается, они красиво ложатся. Теперь мы опять разворачиваемся. Вот, ниточка у нас сверху. Первую петельку я переснимаю. И потом я вяжу после маркера просто по рисунку. В данном случае у меня изнаночные петли. Это опять наша полосочка, которая идет по середине капюшона. Так, вот я опять подхожу к маркеру. Маркер переснимаю. Это значит, что следующие 2 петельки нам надо провязать вместе. И так как я вам сказала, нитку я завожу на спицу. 2 вот эти петельки я их переснимаю и разворачиваюсь. И вот мы сейчас их в лицевом ряду мы их свяжем вместе. Для этого мы их переснимаем, меняем местами. И вот эту же петельку еще поменяйте стеночку. И провязываем обе петельки вместе. И вот у нас опять красивая косичка получается. И дальше мы вяжем. И так мы каждый раз в этом ряду мы здесь 2 соединяем, в изнанке мы здесь 2 соединим. И так по петельке будем постепенно, пока у нас все петли не уйдут. И вот эта наша полосочка, она провяжется, вот посерединке, которая она провяжется и соединится с нашими петельками. И наш, в принципе, капюшончик будет готов. В общем, сейчас довяжите самостоятельно до того, когда у вас здесь по бокам уже петель не будет, а будут петельки только на планочке, которая посередине. Ну вот смотрите, я почти довязала капюшон. Вот у меня осталось на спице на левой 2 петельки. Видите, я сейчас вот должна опять закрыть, еще одну петельку подхватить и закрыть. Но в данном случае я заберу сейчас сразу 2, потому что нам надо будет вот этот ряд еще закрыть петли, и тогда, если я провяжу больше, у меня вот эта часть будет немножко выступать. Ну, вы сейчас поймете, да? Поэтому я возьму сейчас вот сразу все вот эта петелька, на которую я должна, вот эта наша регланная, да, и 2 оставшие, я их вот сразу вот так вот пересниму на спицу и разверну. И теперь что я буду делать? Я буду делать то же самое, только я поменяю местами не одну и одну, а поменяю местами вот эти 2 и вот эту мою последнюю, да, и сразу провяжу вместе 3 петельки. Сейчас я их подхвачу, чтобы все 3 у меня попали. Вот, я их провяжу все вместе. И чтобы у нас теперь было ровненько, я сразу начну закрывать вот этот ряд, который у нас посерединке. Вот здесь вот в конце у меня тоже, видите, после маркера осталось 3 петельки. Мы сделаем там то же самое. Поэтому вот сейчас я буду закрывать петли самым обыкновенным способом, да, вот как мы это делаем. Вот я провязываю лицевой и протягиваю за предыдущую, лицевая, протягиваю за предыдущую. Итак, я закрываю все петельки вот на этой площадочке, которая у нас посередине капюшона. Чуть-чуть осталось. Сейчас мы дойдем
до маркера. Вот маркер нам уже не понадобится. И теперь вот эту последнюю петельку я меняю, да, стеночку и провяжу не 2 вместе, а провяжу 3 вместе. И протяну через нашу петельку. Все, мы все петли закрыли. Вот что у нас получилось. Вот наш капюшончик. Мы все петли закрыли. И что еще я забыла вам сказать, вот в этом ряду, вот мне сейчас надо было бы из каждой изнаночной петли вязать 2, но я этого не стала делать, я просто закрыла петли. И у меня здесь наверху капюшончик получился вот как бы немножко стянутый. Это вот хорошо, чтобы он на спине не очень оттопырился, да. И как раз у нас получился вот здесь вот немножко мы стянули. Значит, все мы закончили. Теперь мы должны заправить все наши ниточки, все кончики, у кого где что есть, да. И у нас останется последний этап нашей работы. Мы должны будем вшить молнию. Вот мой капюшончик. Красиво получилось, все хорошо. Значит, теперь что я делаю? Я тоже сейчас все спрячу, все ниточки. И потом вместе я покажу, как вшивать молнию. Ну вот смотрите, все, я все свои ниточки заправила, и теперь мой кардиганчик готов к тому, чтобы вшить молнию. Значит, я вот взяла такую вот темную молнию. Я думаю, что она будет здесь хорошо смотреться, да. Значит, вы тоже найдите разъемную, она должна быть обязательно разъемная молния, да. И, значит, если вы не найдете нужного размера, ее можно всегда укоротить. Вот я сделала тоже это у себя, да, вот у меня была молния длиннее, я здесь вот ее постаралась укоротить, и вот эти штучки назад, которые обычно на молниях металлические, я их сняла и потом назад тут одела. Я думаю, что в этом деле вам может помочь мужчина, который рядом есть. Если нет, в принципе, я все это делала сама, так что вы понимаете, женщины у нас могут все. Значит, что мы теперь дальше делаем? Мы берем нашу молнию, я ее разделю и начну пришивать с первой части, да. Значит, я что делаю? Я вот ее так вот беру, приложу вот так, чтобы конец нашей кофточки закрывал наши зубчики. Вот так вот, видите, вот, чтобы как бы зубчики заходили. И здесь тоже, естественно, было до конца молния доходила. И беру иголочки и вот начинаю накалывать. И накалываю в том месте, когда вот этот наш, вот эта как бы декоративная планочка, где она заканчивает. Прямо под ней я начинаю закалывать наши булавочки. Вот так вот, видите, вот. Вот так до самого горлышка. И вот у меня молния, она прячется под этой планочкой, вот ее не видно, да? И вот здесь видно, как вот подкалывается молния. И до того места, когда у нас до горлышка, да? Вот. И вот здесь. И я молнию как бы до конца просто вот подкалываю, вот как она у меня здесь вот есть, как я ее укоротила, вот я ее до конца подшиваю. И теперь что мы делаем? Значит, вот этот шов можно сделать просто иголкой с ниткой, обыкновенная иголка с ниткой, да? Вот вы берете простую вот иголочку с ниточкой, с тоненькой ниточкой, в тон, чтобы ее не видно было, да? И можно аккуратно, как бы с этой стороны, с изнаночной стороны, аккуратненько прошивать швом вперед иголку, да? Чтобы вот здесь этот шов ложился за кантиком. Но кто владеет швейной машинкой, этот шов можно сделать на швейной машинке, и он будет, конечно, смотреться более профессионально. Поэтому смотрите, как у вас это получается. Значит, я сделаю все это на машинке. Значит, сначала один шов мы сделаем, потом мы приложим вторую половинку молнии, ее застегнем, да, вот как она у нас должна быть, мы ее застегнем.
И вторую половинку молнии мы тоже также аккуратненько или пристрочим на машинке, или пришьем вручную. И вот после того, как мы это сделаем с вами, я покажу, как вот дальше мы вот здесь, что еще мы сделаем с капюшончиком. Я думаю, что с капюшончиком мы сможем с вами такую же вот планочку, ну, привязать, да, и как бы ее наизнанку. И вот этой планочкой мы закроем вход нашей молнии, да, и посмотрим, что у нас получится. Значит, сейчас я пришью молнию, а потом еще займемся дальше капюшончиком. Ну вот смотрите, молнию я уже вшила, да. Я сделала на машинке, как еще раз повторяю. Те, кто делал руками, наверное, подольше это получается. Вот у меня молнию я расстегиваю. Вот у меня вот так вот красиво получилось здесь вот вшита молния. Все мои узелочки спрятались под молнию. Теперь что мы делаем дальше? Я, значит, беру вот так вот, разворачиваю мое изделие. Беру спицы на опять размер меньше, чем мы вязали все изделие. Это у меня 3,5 миллиметра. И вот посмотрите, я сейчас вот как бы так вот, вот у меня лежит изделие, вот я его выворачиваю вот сюда с изнаночной стороны. И вот видите, вот здесь у меня молния закончилась. Вот у меня здесь молния закончилась. И мы должны как бы что-то связать, закрыть и провести такую вот как бы планочку. И я хочу попробовать сделать опять такой же вот, ну, такую связать планочку. Но она будет с капюшоном вот на изнаночной стороне. И когда капюшон будет как бы лежать, можно будет видеть вот эту планочку. И как мы ее будем делать? Опять, вот смотрите, у меня молния здесь закончилась. И вот здесь вот я желательно вот эту планочку, я тоже, чтобы она у меня лежала вот так вот и закрывала весь кончик моей молнии. Поэтому что я беру? Я ищу первую кромочную петельку. Вот она у меня, вот где у меня закончилась молния. Вот это у меня первая кромочная петелька. Беру опять мои ниточки, мой клубочек. Так, и здесь я должна вытянуть первую петельку, но это будет удобнее сделать крючочком. Вот я здесь опять сюда же вставляю крючочек. И вот я протяну первую петельку. Дальше я смотрю, следующая у меня кромочная. Вот она. Тоже за 2 стеночки обязательно, да? Беру вторую. Потом третью. Четвертую. И потом пятую, как мы раньше делали, да? Пятую мы делаем вот в промежутке. 4, пятую мы делаем в промежуточке между кромочными. 5 петель. И продолжаем также в таком же духе. 5 мы 4 кромочных мы берем. 1, 2, 3, 4. И пятая вот как бы между кромочными в перемычку. Вот я уже набрала 9 петель. Вот сейчас их я могу перенести на спицу. Так, 9 петель. И продолжаем дальше в том же духе. Да, опять 4 кромочные. 5 я смотрю, у меня 1 кромочная, 2 кромочная, 3 кромочная и 4 кромочная. И пятую петельку вот в перемычку между кромочными. Пятая. Дальше продолжаем. 5. 1, 2, 3, 4. И пятая в эту перемычку. Опять 1, 2, 3, 4. И пятую ищем перемычку. Опять 1, 2, 3,
Да, и мы подошли к нашему, ну, тут как бы на капюшоне вот этой полосочки, да. Вы сейчас сосчитаете, сколько вы петель набрали вот здесь по боковому части капюшончика, да. Такое же количество петель у нас должно получиться по второй боковой части, да. Вы понимаете, что было у нас все симметрично. Значит, вот это количество петель у нас должно быть вот здесь то же самое. Теперь мы набираем петельки по серединке. Так как здесь у нас нет кромочных, у нас здесь, вот мы закрывали ряд, да, вот у нас есть вот такие наши закрытые петельки. Вот они, мы закрывали ряд, вот они двойные. Мы тоже их сейчас будем по ним также делать, да? Только мы не будем делать 4 через 5, мы в каждую петлю просто наберем. Вот у меня получается 1, 2, 3, 4. Не получается спицей, можно тоже взять крючок. Да, вот я смотрю, у меня вот эта косичка. Так, и одеваю петельку. Опять следующая косичка. Как-то спицами легче. Следующая косичка. И вот так мы сейчас набираем здесь вот в каждую косичку, да, опять до, вот как закончится у нас эта полосочка. И здесь вот по краю, как я сказала, должно быть такое же количество петель, как у нас с этой стороны. Вот давайте сейчас мы все наберем эти петельки и потом с вами встретимся. Ну вот я первый ряд набрала. У меня получилось, значит, по 33 петли по боковым частям капюшончика. Здесь я не считала, но я набрала в каждую петельку. Теперь что мы делаем? Первый ряд мы с вами сейчас провяжем просто лицевыми. Значит, мы сейчас развернемся и провяжу лицевыми. Значит, первую петельку я сниму. Вот, и буду вязать весь ряд просто лицевыми. Здесь легко и просто. Мы вяжем весь ряд до конца лицевыми петлями. Ну вот, первый ряд я довязала всеми лицевыми. Теперь разворачиваюсь. И второй ряд. Значит, мы будем вязать по 2 петельки вместе лицевыми. Единственное, что вы должны проверить, что у вас было четное количество петель. Если количество петель было нечетное, но где-то вот одну петельку в конце ряда доберите. Я когда вязала вот этот первый ряд, да, я сразу считала. И у меня одной петельки тоже не хватило. Я здесь просто в конце одну петельку еще добрала, чтобы было четное количество петель. Так, теперь второй ряд. Значит, кромочную я снимаю. И теперь мы провязываем по 2 вместе лицевой. Ну, это нам уже прием знакомый, как мы вязали все наше изделие. Значит, мы сейчас вяжем второй ряд и вывязываем по 2 петельки вместе лицевой. Так, второй ряд провязала. Вот видите, у нас все изнаночными. Я с другой стороны вязала лицевыми по 2 вместе. Теперь мы должны, так же как мы вязали все наше изделие, значит, кромочную я снимаю. И с каждой изнаночной мы вывязываем 2 лицевых. Каждой изнаночной 2 лицевых. И так мы вяжем до конца ряда. Это у нас с вами 3-й ряд.
Так, третий ряд я довязала. Теперь я опять разворачиваю и вяжу наш четвертый ряд. Значит, буду вязать четвертый ряд, все изнаночные петли, чтобы по лицу они получались у нас лицевыми. Значит, вот этот четвертый ряд нашей как бы каемочки, которую мы обрабатываем капюшон. Ну вот я ряд довязала, и теперь вроде бы по аналогии с нашей планочкой мы должны сейчас петли закрывать. Но я хочу, чтобы вот эта вот на капюшоне планочка, которая у нас будет поворачиваться сюда, была чуть-чуть пошире, да, чтобы мы могли туда вставить или шнурочек, или резиночку, кто что хочет. Поэтому сейчас мы свяжем еще с вами два ряда. Первый, значит, лицевой, а с изнанки мы свяжем изнаночный. И потом только будем закрывать. Так что давайте мы сейчас свяжем еще два ряда. Значит, я вяжу первый лицевой и второй изнаночный. Ну вот мы связали с вами 6 рядов, не считая наборного ряда. И теперь мы вот эти петельки сейчас будем закрывать. Значит, закрывать мы будем самым обыкновенным способом, да, самым обычным способом. Единственное, что постарайтесь здесь не стягивать, да, потому что мы потом будем эту планочку нашу как бы подшивать к капюшону, чтобы вот она здесь нас ничего нас не стягивала. Поэтому, значит, первую петельку я снимаю, вторую я провязываю и протягиваю через первую. И это делаем все свободно, чтобы у нас вот эти наши петельки не стягивались, да. Лучше мы потом их присоберем, но чтобы наша планочка не стягивала. Вот сейчас спокойно мы так закрываем все петли вот на нашей вот этой планочке, которую мы вязали на капюшоне. Ну вот, я мои петельки закрыла на этой планке, да. Теперь нам эту планочку надо будет пришить. Вот здесь мы ее пришьем. Я ее буду пришивать. Вот видите, такая у нас планочка получилась красивая. Я буду пришивать ее опять на машинке. Продолжу вот этот шов, который идет по молнии, я его продолжу и пристрочу эту планочку. Но перед тем, как я ее буду пристрачивать, я, значит, поставила вот такие заклепочки для шнурка. Если у вас есть возможность такие поставить, пожалуйста, сделайте. Нет, вы потом просто шнурок между петельками вот раздвинете пространство, и потом между петельками, когда мы пришьем эту планочку, мы втянем сюда шнурок. Значит, сейчас что мы делаем? Мы пришиваем вот эту планочку по капюшону. Для этого вот сначала ее, конечно, опять вот здесь мы набирали, видите, у нас край. Мы здесь набирали петельки, и вот по этому же краю мы ее так аккуратненько сгибаем и опять наметываем все иголочками вот под эту косичку, которую мы сейчас закрыли, да. Вот так вот мы вот ее откладываем, и под эту косичку я вот так прокладываю иголочку на протяжении всего нашего капюшончика. Вот такая у нас будет вот эта планочка для шнурочка, да. И, значит, если вы не пришиваете на машинке, как я буду сейчас, вы просто вот здесь вот опять швом вперед иголочку в тон ниточку возьмете и пристрочите. И лучше даже, я думаю, если возьмете простую ниточку, не шерстяную, а простую в тон, чтобы ее не очень было видно. Так что давайте, вот сейчас я пристрочу эту планочку, да, и потом я вам покажу, как связать шнурочек. И сейчас мы будем с вами вязать шнурок. Значит, вязать я его буду крючочком. Крючок у меня 3 миллиметра. Вот здесь я сделала такую петельку. Вот этот хвостик, который идет сюда, он довольно длинный. Я его оставила 3 метра. Вот этот хвостик идет у меня к клубку от моих ниточек. И что мы будем с вами делать? Значит, вот этот от клубка хвостик я одеваю на указательный палец, а который свободный идет у меня на большой палец. И что мы делаем? Значит, первые 2 петельки немножко посвободнее, чтобы было легче протянуть, да? Значит, я делаю накид вот этот от свободного хвостика, захватываю нитку с указательного пальца, и вот эти 2 петельки сейчас, которые у меня на крючке, я должна их провязать. Вот я их провязала. Теперь дальше опять я захватываю вот от хвостика, потом основная нитка и протягиваю 2 петельки вместе. Опять накид, основная ниточка
и протягиваю накид, основная ниточка, и протягиваю опять накид, основная ниточка, и протягиваю. И так дальше мы вяжем этот шнурочек, пока у меня вот этот свободный кончик, хвостик не закончится. Я сказала, что он у меня 3 метра, да? Сейчас я его провяжу и скажу, какой длины мой шнурочек у меня получился. Ну вот, мой шнурочек готов. И из этой длины ниточки, которую мы оставляли 3 метра, как бы вот у меня еще остался хвостик. Можно было еще дальше вязать шнурок, но я его связала на длину 80 сантиметров. Я думаю, что вот эти 80 сантиметров для моего капюшона мне прекрасно хватит. Поэтому здесь вот сейчас ниточку можно обрезать и зафиксировать. Да, здесь осталось у меня 2 хвостика. Я их просто зафиксирую, завяжу узелочек. И сейчас мы шнурочек ставим в капюшон, и потом здесь по краю можно будет завязать узелок. Или вот поставить такой стопор, как я вот поставила. Вот такие существуют, можно купить просто стопоры, да. И вот этот узелок как бы вот туда засунуть и закрыть этот стопор. Так может быть симпатичнее. Но если нет стопоров, просто узелочек потом завяжете. И что мы делаем дальше? Сейчас вот эти, помните, я пыталась поставить заклепки, но я их убрала, потому что на трикотаже таком крупном они не держатся, они у меня сразу вылетели, поэтому я решила их убрать. И буду просто вставлять шнурок вот здесь вот, как бы вот булавочкой, в любую петельку так вот пройду, вот, и буду вставлять в этот кулиску, буду вставлять мой шнурочек. Поэтому я уже застрочила все. У меня уже все готово. Видите, я пристрочила этот край на машинке. Значит, кто не делает на машинке, тот может это сделать руками. Но, в принципе, на машинке смотрится вот он очень хорошо, как бы никаких проблем, да. Вот видите, этот шов такой темный, ну, его и не очень видно. А с другой стороны, как бы показывает, где идет кулиска. Итак, теперь, значит, мы последнее, что нам надо сделать, мы вставим наш шнурочек. Вот я беру булавочку, одеваю вот так ее в шнурок, застегиваю ее, и теперь будем вставлять. Вот я, как говорю, я найду сейчас здесь такой вот вход в любом месте, но потом примерно одинаково с 2 сторон в это сделать. И вот так вот булавочкой просто протягиваю этот шнурочек в кулиску. Он проходит очень легко, никаких проблем нету. Просто так продвигаю булавку. Вот, осталось еще чуть-чуть. Вот я подошла к краю, примерно смотрю, ну, вот где-то здесь же было одинаково. Я сейчас выведу свою булавочку. Все. Вот видите, я шнурок вставила. Булавку теперь можно убрать. Так, сделаю, чтобы он был одинаково. И вот теперь, как я сказала, так как у меня есть такой стопор, я вот сейчас вот эти кончики обрежу спокойно. Ставлю узелок. Вот. И вот этот узелок заходит в серединку. Все. Вот у меня 2 шнурочка. Здесь еще надо потом, крышки у меня еще есть, но вот я потом их вставлю, да, чтобы сейчас время на это не тратить. И вот все, наш кардиганчик готов. Мы так долго его вязали. Но зато посмотрите, какая красота получилась, да? Вот вы, сейчас попробую повыше. Вот, видите, вот это спереди. Так, если посмотреть, вот сзади вот такой у нас капюшончик. Вот видно, что он со скосом шел, да? Ну и вот со спинки тоже такой красивый капюшончик получился. Вот. И как понимаете, что такую кофточку вы можете связать как девочки, так и мальчики. Даже вот это, я думаю, что можно и девочки, ничего страшного. Но вот у меня мальчик, у меня внучок, я вязала для него, и я думаю, что такие цвета для мальчика тоже подойдут. Так, веселенькие, да? Значит, сейчас я его постираю,
этот кардиганчик, и все, он будет готов. И потом, так сказать, у меня в планах еще есть связать к этому кардигану еще штанишки, чтобы был костюмчик. Поэтому, кому нравится... еще что хочу вам сказать. Значит, у меня ушло ниточек 2 полных серых. И вот еще остался серый от 3-го мотка. Ну, можно сказать, 2,5. Ну, 250 грамм. Плюс вот эти остатки ниточек, я не знаю сколько. Я буквально здесь остатки все использовала, да. Ну, условно, 300 грамм ниточек ушло на этот кардиган. Ну, и вот теперь все, да. До следующих встреч. Пока-пока. С вами была Светлана.